Добрый день, уважаемые коллеги, меня зовут Дмитрий. Это третье видео серии видео, посвященных разработке модели в SimCenter Mizim. И мы с вами подходим к последнему этапу разработки данной модели, а, собственно говоря, проведению многокритериальной оптимизации в P7. Для того, чтобы это сделать, нам необходимо каким-то образом связать нашу модель SimCenter Mizim с моделью, собственно говоря, которая находится в P7. Да? Для этого в Mizim есть встроенный инструмент, который находится во вкладке Interfaces Export Setup, который позволяет нам сформировать внешние файлы внутри корня нашей папки, соответственно, входных переменных и выходных переменных, которые будут обсчитываться внутри этой модели, и передавать их в другую среду, собственно говоря, в сам P7. Абсолютно все то же самое, что мы делали внутри, собственно говоря, Mizim, только это будет внешний файл. Соответственно, заходим в Global Parameters, выносим диаметр и труб и выносим давление газораспределительной станции. Это, соответственно, Pressure Station. Формируем наши outputs, соответственно, это давление и расход. Называем их Pressure и Mass Flow Rate. Затем формируем 4 Compound Outputs, как до этого. B6 Pressure Group Mean, B6 Pressure Constraint, B6 Mass Flow Rate Group Mean, B6 Mass Flow Rate Constraint. Записываем, соответственно, expression pressure, минус Mass Flow Rate, минус Mass Flow Rate. После того, как мы нажимаем кнопку «Сохранить», корни нашей модели в Mizim формируются два файла in.tpl и out.tpl. Соответственно, если мы в них зайдем, то мы увидим наши начальные данные и, соответственно, наши отклики, которые еще не вычислены. На этом, в принципе, работа с моделью в Mizim завершена, она нам больше не нужна, но при этом она должна оставаться открытой, потому что он будет обсчитывать ее во время того, как она будет открыта, собственно говоря, в самом Mizim. Соответственно, как работает вот эта вот система запуска модели, например, извне. То есть мы можем запустить нашу модель внутри SimCenter Mizim, можем также прописать команду cmd. Предварительно мы делаем следующее. Вот этот файл in.tpl копируем, вставляем и удаляем все до самого, собственно говоря, in. Далее мы пишем в корень cmd, формируется командная строка, и мы пишем команду AmiPilot и название нашей модели. Запускаем. В результате данная модель обсчитывается извне, и в ауте мы, собственно говоря, можем видеть результаты данного расчета. То есть вычислились simple outputs, pressure, mass flow rate, и, соответственно, вычислились compound outputs. То есть можно видеть давление и, собственно говоря, mass flow rate, который равен с обратным знаком. Да? Таким образом, вот эти вот как раз-таки файлы мы каким-то образом должны будем с вами передать в среду P7. Собственно говоря, теперь у нас все готово, давайте в нее перейдем. По поводу P7 хочется сказать, что есть прекрасное руководство на русском, с которым вы можете знакомиться. И здесь очень много учебных примеров, как раз таки с оптимизацией, многокритериальной оптимизацией, которые вы сами можете посмотреть и еще раз сделать какую-то задачу, которая вас интересует. Первым делом создадим проект, назовем проект, собственно говоря, Optimization, и он будет у нас находиться в следующем пути. То есть вот находиться вот в этой папке, не в самой Gasification Line, в которой у меня находится вся модель Mizim, а вот чуть выше нее, в общем. Создаем. Вот мы можем видеть данную модель, которая лежит, собственно говоря, вот в этой папке. Она создалась. Затем в Mizim данному проекту, который мы создали, прикрепляется так называемая workflow, который мы с вами создаем. Workflow — это, по сути, вот эта вот модель, которая находится в каком-то проекте. И вы можете создавать несколько различных workflow, которые будут находиться в одном проекте и будут как-то взаимодействовать. Это как раз мы с вами сделаем. Первый наш workflow называется calculation. То есть это workflow, который будет работать следующим образом. Он будет считывать определенные данные из этих наших иновских файлов, вызывать программу внутри корня данной вот модели, то есть запускать ее на расчет и определять ауты и записывать обратно сюда в P7. Это будет необходимо для того, чтобы затем эту модель подключить к модели оптимизации внутри самого P7. Соответственно, выносим вот здесь вот из группы Integration элемент Program, назовем его Mizim Model. Настроим данный компонент. Первым делом в вкладке Program, собственно говоря, будет вызываться сама программа, и аргумент будет название самой модели. Вот эту вот команду он будет прописывать cmd, как мы сделали здесь вручную, и вызывать тем самым данную задачу на расчет. В свою очередь, нам нужно вот здесь вот поставить одну галочку Nevo и в executable создать файлы, которые он, собственно говоря, будет считывать. Первый файл, он будет называться in-файл, и его название, соответственно, будет вот этот вот как раз in.tpl, только без tpl. И то же самое для out файла, который будет называться out
Gasification line out. Out. Вот, соответственно, он будет обращаться вот именно к этим файлам. И последний момент, который нужно сделать, это sandbox. Sandbox — это, собственно говоря, откуда будет запускаться данная модель. По автомату она запускается из корня самого проекта, но здесь у нас ничего не лежит. Мы должны ссылаться вот именно на эту папку, в которой у нас лежит наша модель. Соответственно, сделаем это. Gasification line. Вот ссылка на данную модель. Таким образом, далее мы должны с вами к этой модели, собственно говоря, подсоединить какие-то вот эти вот как раз таки иновские файлики и аутовские файлики, в которых будет содержаться данные по этой модели, данные по параметрам, данные по функциям, которые нам нужно определить. Пишем in-file и пишем out-file. Заходим в in-file. Для того, чтобы нам его настроить, нужно в configuration, в input file выбрать project и выбрать, собственно говоря, сам вот этот вот in.tpl файл, потому что из него будут данные записываться в in файл, затем будет просчет и будет отдаваться, соответственно, в out файл. Мы его выбираем, открывается вот этот вот самый файл, в котором мы, собственно говоря, должны прописать переменные, которые будут передаваться. D, нам нужно записать данную переменную, и pressure station. Нам нужно ее тоже записать. Таким образом, в дальнейшем мы будем записывать какое-то значение, например, для нашего расчета, например, 15 для диаметра. И он будет переписываться в этот файл, затем переписываться в файл in и уже обсчитываться, собственно говоря. Уберем это значение. И sandbox, из которого мы будем это запускать, точно так же это gasification line, вот эта вот папка, в которой находится у нас, собственно говоря, наша модель. На этом все. То же самое делаем для out файла. Только здесь у нас будет template файл out.tpl. Точно так же прописываем для данных переменных p6 pressure globin, но мы будем читать данные файлы. Все отлично, теперь sandbox также выбираем корень самой модели. На этом все готово. Теперь нам необходимо соединить in файл с amazim model. Собственно говоря, у нас из in файла вот этого у нас out будет входить в in файл нашей модели, соответственно, амезимной вот этой. Отсюда out файл вот этого амезимной модели будет входить в input файл вот этого out файла. И теперь нам нужно подсоединить нашу модель на так называемые граничные вот эти порты in и out. Смысл их в том, что если мы к ним подсоединим нашу модель, то вот здесь вот мы сможем вводить, собственно говоря, наши переменные и получать соответствующие отклики. То есть это так называемые мониторы. Для того, чтобы это сделать, можно воспользоваться функцией uplink. Это in файл, pressure station id и out файл. Все вот эти переменные. На этом настройка нашей модели закончена. Соответственно, что сейчас будет происходить? Мы записываем какие-то данные для нашей модели, как, например, в амезиме. Диаметр там 20, давление, например, 8. Эти данные будут переписываться вот в этот in файл, затем они будут отдаваться в нашу amazim модель, будет производиться просчет и будет запись, соответственно, в out файл. И вывод на соответствующее окно вот здесь. Давайте, собственно говоря, запустим данную модель. Вот в результате мы получили какие-то данные для диаметра 20 и давления 8. Это, соответственно, mass flow rate у нас 6,84, давление 1,2. Поставим те же самые данные в amazim модель 20 и 8. Запустим на расчет и выведем вот эти вот давления и расходы. Соответственно, можно видеть давление это 1,2, расход 6,84, 1,2, 6,84, 1,2, 6,84. Все те же самые данные. Попробуем еще с другими. 25, 10. Запустим на расчет. Два 72, 23. 2.72, 23. Таким образом, данная модель интеграции, собственно говоря, нашей amazim модели в модель P7 закончена. В следующий момент мы должны с вами создать новый workflow. Назовем его, соответственно, наша оптимизация. И мы можем воспользоваться функцией импорта workflow, которую мы до этого, собственно говоря, с вами создавали. Он находится вот здесь вот, это calculation. Вот мы импортировали данный workflow. Теперь вот этот вот composite компонент нашего calculation, в который мы, собственно говоря, с вами можем зайти, посмотреть, что здесь лежит реально данная модель, мы должны присоединить к модели так называемого Design Space Exploration, то есть оптимизации. Теперь настроим вот эту вот вкладку оптимизации, что она из себя представляет. Мы сюда с вами занесем, соответственно, наши variable, которые у нас есть, это диаметр и это pressure station. И мы занесем с вами отклики, да, то есть это B6 pressure block min, B6 pressure constraint,
B6 mass flow rate, clock_min, и B6 mass flow rate constraint. Диаметр, соответственно, у нас будет варьироваться от 15 до 35, от 18, точнее, до 35. Давление от 2,5 до 10. Соответственно, следующий момент можно выбрать первое приближение. Насколько я помню, для диаметра это у нас было 22, для давления 7,3. Initial gas 22. Здесь у нас будет 7,3. Соответственно, наши variable настроены. Теперь мы настроим с вами респонсы. Clock_min мы будем с вами минимизировать, а constraint будем, собственно говоря, ограничивать. Constraint. Минимальное значение для давления у нас 1,5. Минимальное значение для flow rate это 2,2. На этом, собственно говоря, все. Теперь мы можем с вами соединить данные модели. Он сразу же автолинком понимает, что у нас есть в нашем calculation composite, вот этом первом workflow, компоненты, которые, собственно говоря, будут взаимодействовать с Design Space Exploration, это D и D, и соответствующие mass flow rate, отклики и variable. Соответственно, он их сразу понимает. Еще раз проверим нашу модель. Техники, которые он использует вот здесь вот для оптимизации, можно самим это, собственно говоря, настроить и посмотреть, для каждого из методов оптимизации выбрать соответствующие constraint tolerance, например, да, то есть значение особо не меняется, то в этом случае будет включаться, собственно говоря, оптимизатор. Все вот эти вот настройки можно здесь посмотреть, изучить, никакой проблемы не составляет, но я выбираю настройку Smart Selection. На этом все. Теперь мы можем с вами, собственно говоря, запустить данную модель на расчет уже на саму оптимизацию. Соответственно, как можно видеть, оптимизатор запустил 60 различных ранов, которые мы, собственно говоря, с вами можем теперь проанализировать. Заходим во вкладку Analyze, и здесь в нашем Workflow Optimization мы видим, соответственно, данные вот с самого последнего рана. Мы их можем вывести при помощи зажатия через Ctrl всех интересующих нас переменных. Это D, Pressure Station, Mass Flow Rate и Pressure. Можем вывести их, соответственно, сюда. Предварительно мы должны создать, собственно говоря, репорт, который будет называться Result, например, да. Теперь мы их можем сюда вывести. Таким образом мы можем видеть, каким образом эволюционировало наше решение. Теперь мы можем построить графики в параллельных координатах. Кроем после этого график на полный экран, и мы можем редактировать, соответственно, его цвет с зеленого на такой разноцветный, и перенесем наши, соответственно, начальные условия в левую сторону, а наши отклики в правую. В P7 есть инструмент, который позволяет вам выбрать определенный диапазон значений, который вас интересует, в частности, вот от 1,5 примерно мы хотели до 2,5. При этом диаметры, труб, которых я хочу подбирать, от 20 до 30 миллиметров. Мы видим набор определенных решений, которые удовлетворяют нашему требованию, но при этом мы можем выбрать наилучшее для нас. В частности, мы можем, например, выбрать решение с большим диаметром, в то же самое время это меньшее давление в газораспределительной станции, или наоборот, выбрать какое-то решение, у которого диаметр будет средним порядка от 24 с давлением газораспределительной станции 5,36. Таким образом, данный инструмент позволит вам в параллельных координатах поставить задачу многокритериальной оптимизации и выбрать наилучшее решение. Также последний момент, про который я хотел, наверное, рассказать, это вывод решений в 2D графике. Таким образом, вот я, например, сейчас выберу другой график, не с помощью линий, а при помощи точек только. Данный график как раз-таки символизирует, что у нас есть какой-то набор решений, которые удовлетворяют вот этому условию, которое я до этого поставил, от 1,5 до 2,5. И вот эти вот решения, соответственно, находятся в каком-то диапазоне в 2D графике в зависимости от давления от расходов. Соответственно, если у вас получилось решение, которое недостаточно адекватно, то есть, например, значения сваливаются в каком-то определенном диапазону значений, да, и не могут из него выйти, в этом случае вы можете что сделать? Вы можете вывести все ваши входные параметры, выходные. В частности, мне нужно добавить еще констрейнты сюда. И вы можете их экспортировать, сделать экспорт в некоторый файл в матричной форме. Затем добавить, соответственно, компонент парсер, назвать его initial data, например, и в него загрузить эти самые начальные данные и подсоединить его к вашей модели и снова ее посчитать, таким образом уточнив ваши данные. Также, соответственно, нужно будет подредактировать начальные значения, ваши диапазоны исследуемых значений,
в этом случае вы достигнете какого-то более лучшего решения, уточните его. В целом данная модель позволяет мне выбрать диаметр моей трубы и соответствующее ему давление, и какие у меня, собственно говоря, отклики будут. В частности, для меня, наверное, самый адекватный вариант — это наименьший диаметр, при этом наибольшее давление газораспределительной станции, либо можно выбрать какой-то средний вариант, вот, например, 25 и 69, то есть порядка 26 мм диаметра будет трубы, а давление в станции будет около 4. При этом мои, собственно говоря, расходы будут равны 11 граммам в секунду, а давление минимальное на самом последнем участке будет равно 1,5 барам. Таким образом, вот P7 позволяет нам построить данные графики в параллельных координатах и их проанализировать. Поэтому на этом обучение дошло к концу. Всем спасибо, до свидания.